буду говорить, это не знаю, одно это будет как-то не очень интересно. И вытащил все цвета из черного квадрата, разложил их и вернул его. Планы у всех нас, творческих людей, очень одинаковые, как ни странно. Мне предложила моя подруга сделать персональную выставку. У меня появился такой шанс, и я сразу подумала о своем самом близком друге и художнике, которым я всегда восхищалась. А почему бы нам не повторить наш дуэт, который был 19 лет назад? У нас была совместная выставка в Каруйзао. Это как результат нашей долгой дружбы. Он вытащил все цвета из черного квадрата, разложил их и вернул его к жизни. Вот. А у меня тоже происходит разрыв, но наоборот, цвета разрывают белый свет. У меня была работа, маленькая галерея, и рядом с его мастерской. Когда я зашла в ее, просто мне было скучно, вышла посмотреть вокруг. И зашла в мастерскую, там он делал бори, резьбу по дереву. Вот. И вот висели все эти работы, и тут уже меня прям холодным душем. Откуда в такой вот мастерской вот такие вот прям авангардные, такие вот гениальные работы висят? И я поинтересовалась, чьи это работы. И тогда он, это мои работы. Вот. И вот с этого момента у нас, в общем-то, началась дружба, так как я действительно любила всегда русский авангард, поэтому я сразу прониклась. Вот, и они не могли меня не задеть, в общем-то. И чай вместе всегда пили, разговаривали. Он мне показывал свои альбомы, где он рассказывал, где он когда выставлялся. Вот. Но это вот продолжалась вот наша дружба практически 2 года. Вот. Потом я вдохновила, я в галерее работала, и свою владелец галереи, я вдохновила на покупку его работ. Вот. Убедила, что они действительно стоят того, чтобы их купили. Вот. И потом я переехала в Токио, но он очень любит писать, красиво очень пишет. И постоянно письма мне писал, открытки поздравительные. Мы тоже писали ему письма и открытки. Ну и когда едем в Каруйзао, мы всегда к нему заходим, пьем чай, беседуем. Вот такая у нас дружба. Вот. Ну и, конечно, он меня поддерживает, всегда говорит, не бросай свое творчество. Вот. У тебя есть что-то в твоих работах, будущее, обязательно продолжай. Всегда он меня поддерживает такими словами. В то время, когда я жила в Каруйзао, у меня был совсем другой стиль. То есть я делала аппликации, я себя искала, я писала акварели. Вот. И в основном я делала аппликации. И когда у нас была первая совместная выставка, у меня были аппликации. Я пишу всегда в один мазок и стараюсь не перекрывать другими слоями.
А Хаяма-сан пишет в технике остекления, то есть он много-много раз наносит прозрачные мазки один на другой. И вот возникает такое ощущение, что один цвет светится из-под другого. Вот. И это, конечно, сильное воздействие производит, более уверенное такое воздействие. И свет излучается изнутри. А я очень нежно наношу как бы краску, и мое свечение я хочу достичь путем сочетания красок, которые лежат рядом друг с другом. То есть это немножко вот и есть разница. И слой у меня тонкий очень в картине всегда. Если мы различаемся по технике, то в целях своих, в целях выражения мы очень похожи друг на друга, так как Хаяма-сан всегда говорит, что он всегда хочет изобразить свет в своих картинах. Вот. И я тоже всегда об этом мечтаю, чтобы так получилось. Ну, не знаю, получается или нет, но цель у меня такая же. Я стараюсь, чтобы картины излучали свет. Кажется, планы у всех нас, творческих людей, очень одинаковые, как ни странно. Помню слова Габриэля Маркеса. «Все, что касается человека, уже сказано до меня. Моя задача — находить новые формы и выражения в уже известных темах». Меня вдохновляет общение с близкими друзьями, их истории, их эмоции. И, конечно, свет и цвет, который окружает нас повсюду. Это является источником моей творческой энергии. Очень интересно читать про квантовую физику, хотя я в ней мало разбираюсь, но фотоны я очень люблю. Мне кажется, они подражают нам, людям. Иногда вроде бы светят, излучают энергию, но при этом такие хитрые, как будто маленькие комики в квантовой вселенной. Они меняют свое поведение, попадая в поле внимания. Ну, прям как и мы, люди. Мне кажется, человек, когда находится в окружении других людей, меняет свое поведение по сравнению с тем, когда он наедине с самим собой. Чтобы начать работать, я всегда как бы придумываю историю в своей голове, наблюдая за людьми, за окружением. Вот. И здесь меня как бы волнует тема образования, детского образования. То, что в наше время дети много пользуются компьютерами. Вот. И такая традиционная система образования как бы уходит уже на второй план. Вот. И я хотела показать лестницу прогресса и то, что мама тянет вверх девочку, а ее тянет компьютер
Вот, и она им увлекается. А шарики традиционные ее уже не так впечатляют, да, как вот эта собачка компьютерная. Вот. Но все равно, как бы, если мама контролирует, то есть надежда, что будет все хорошо, и дети будут развиваться в правильном направлении. Это картина на тему детей и родителей. То есть вот это вот момент расставания, когда мы понимаем, что дети выросли, у них свой путь, и мы должны их отпустить. Вот, то есть они идут в свое плавание, в дальнее, в жизнь. Но как бы тоже в какой-то степени тема материнства, Мадонна на тему, просто как бы большое существо, которое умиляется, смотрит на маленькое существо и старается как бы защитить. Жизнь всегда повторяется, вот, то есть истории всегда повторяются. Мы всегда были маленькие, потом большие, потом наши дети. Вот, также играет. Поэтому у нее на рубашке как бы вот картинка, да, картина в картине. Может быть, это мама ее когда-то тоже так же каталась на лошади, а теперь она катается. Эта картина, это параллель называется. То есть идея такая, что люди как бы они могли пройти вместе, друг друга не задевая.